Давайте сразу покажу юбку солнца, потому что, ну, в принципе, тут делать-то нечего. Складываем пополам так, пополам так. Ну, конечно, желательно, чтобы для юбки солнца у нас была одинаковые стороны ткани. Но если вы вдруг хотите... Так, давайте сначала я сделаю юбку солнца ровную. Вот так у нас будет, допустим. Допустим, мы сейчас вот этот вот лишний кусочек срежем. Вот у нас квадрат 1,5 на 1,5. Мы складываем с вами вот так по ширине. Дальше по длине. Кстати, я советую для начала не брать сложные ткани. Не берите штапель, не берите шифон. Они очень скользкие, противные ткани, с ними очень трудно работать, особенно с юбками солнца. Солнце, полусолнце. Неудобно с ними работать. Прямую юбку, ради бога, да, но я имею в виду прямую, сборенную, со сборкой вверху, юбка Татьянка. Смотрите, значит, вот у нас угол. Здесь мы будем рисовать талию. Но здесь у нас никакого запаха нет, просто юбка солнца и, допустим, сбоку будет замочек. Или сбоку, или сзади, как хотите. Берем обхват талии, например, 60 сантиметров. Без всяких прибавок. Если мы будем сшивать с вами молнию, то без всяких прибавок. Берем юбку, то есть берем обхват талии 60 сантиметров и делим на 6,28, на число π. То есть здесь уже не 3,14, а 6,28. И получаем 9,5. То есть от этого уголочка мы с вами откладываем 9,5. И вот так вот мы с вами прорисовываем линию талии. Далее у нас здесь остается, например, 9,5, а у нас было здесь 75 сантиметров, например, да, минус 9,5. У нас остается 65,5. Вот так вот мы с вами прорисовываем линию низа. Прорисовали линию низа. И не торопитесь вырезать юбку. Смотрим. Смотрим, разворачиваем, смотрим. Вот эта линия, нитка у нас не тянется. Вот эта нитка у нас не тянется. А вот эти нитки у нас тянутся. И мы с вами от уголочка в уголочек проводим линию. Сюда. Ну, вообще-то у нас здесь выкройка, значит, надо было сюда, наверное, провести. Можно было бы, если это у вас бумага, то можно прорисовать вот так вот уголочком. Если это у вас ткань, то тогда вы складываете вот так, еще раз, да, уголочком. И вот она у вас линия, вот она, линия косая. И по этой косой линии нам необходимо убрать от нижней линии вверх, срезать 2-3 сантиметра. Лучше сначала 2, потом больше. Вот так мы срезаем и плавно выводим к линии низа. Вот эта линия остается неизменной, то есть линия талии у нас неизменна, полукруг. Так. Здесь мы с вами сейчас отзеркалим вот эту линию, то есть минус 2-3 сантиметра, и проведем линию дальше, да? Вырезаем линию низа вот такой легкой волной. Даже не волна, а здесь у нас получается как будто прямо, а дальше опять закругление. И у нас получится таким образом все 4 косые нити будут немного срезаны. Возьмем юбочку, подвесим на манекен, на вешалку, неважно, что у вас есть. На булавке, на шторы я раньше вешала, да. Вот так вот на булавочке прицепила несколько булавочек, и она у вас отвисает. Сутки отвисает, двое, лучше, конечно, 2 суток. Кстати, отметочки поставьте булавочками, где у вас как раз эта косая нить. Или где у вас вот эти прямые, как оно у вас было сложено, да, булавочками вот так. Или ниточки наметочным швом. Обязательно сделайте наметки, как вы будете складывать юбочку после того, как она у вас отвиснет. Складываем по тем же меркам. И уже еще раз мы промеряем вот эту линию, промеряем вот эту линию. Если отвиселось, все хорошо. Если отвиселось больше, больше срезали. Кстати, такие юбки, которые шиты по косой, то есть у которых есть косая нить, нежелательно хранить в подвешенном состоянии, лучше в сложенном. Потому что они
будут постоянно отвисаться. То есть они, ну, косая нить она такая, будет постоянно потихонечку отвисаться. Далее, что тут важно? Опять же, если мы не делали прибавки на свободу, на то, чтобы надеть нашу юбочку через бедра пройти, мы делаем один разрезик. Можно один разрезик в юбке солнца. Допустим, этот разрезик будет по спинке, и здесь будет вставляться молния. Вот сюда вставится молния, да, потайная. Почему нет? Если вы будете делать молнию сбоку, то лучше, конечно, прорезать, сделать второй разрез со второго боку, чтобы у нас бока были одинаковые. То есть нитки, наш шов стабилизируют эти стороны, эти моменты.